Друзья, всем привет! Ну что, не прошло и 2 месяцев, а уже очередная серия про гоночный болид. А все потому, что у меня есть вот эти вот роскошные детали. Теперь я просто не ограничен по работе, могу прям со всех сторон продолжать делать гоночный болид. И монокок, и карбон, и все что угодно, и примерять все, и вычислять. Ребят, ну прям неограниченный плацдарм для работы, что очень круто. Поэтому я даже не знаю, что будет в этом видео. Но как минимум хотелось бы вам показать, как работает система подвески, все подсобрать. Плюс у меня много стыковочных работ, потому что вот видите, эту я уже вещь состыковал, заказал болтики титановые, это надо ждать. Вот. Ну а 3 других детали, вот они у меня на рабочем столе, их еще нужно состыковывать высокоточно, высококачественно. Чем я сейчас и занимаюсь, плюс еще будем облегчать. Да-да-да, после 5-осевого здесь есть что облегчать, потому что я не все мог спроектировать так, как положено. Поэтому кое-что все же здесь придется дорабатывать. Сейчас я уже могу, скилл поднялся, но вот раньше как бы, ну, некоторые вещи я просто не знал, как сделать. Пора работать. Посвящу вас в курс дела. Вы только посмотрите, какое здесь уже количество стружки. Я прям под это дело выделил отдельный контейнер. А вот он здесь стоит. Он довольно-таки гигантский. И в конце мы посмотрим, прибавится там что-нибудь или нет. Пока что вот. И вот еще. Это маленький такой, переносной. С него я сгружаю вот сюда. То есть это уже стружка с деталей. Пока что ничего не облегчал. Сверлю отверстие, чтобы состыковать. Вот одно уже есть. Здесь будет второе, третье и четвертое. Соединил сначала струбцинами, чтобы делать по кондуктору. Потом прикрутил болтом, потому что струбцины держат не так крепко, как мне хотелось бы. И потихонечку смещается. На рабочем столе пока что вот такое количество инструмента. С дома притащил пару чертежей. Это трафарет, чтобы просверлить торцевое отверстие. Оно должно быть вот здесь и под этим углом. То есть в этих деталях, ребята, чтобы можно было их состыковать с основными крепежными отверстиями двигателя. А вот они, родимые. Раз и два. О чем я рассказывал и показывал в прошлом видео. Так что, кто не в теме, можете пересмотреть, полюбопытствоваться. Ну а еще чертеж, с помощью которого можно все соединить воедино. Нужно будет прикупить алюминиевые профиля некие, сделать с них направляющие. Также здесь есть точки контроля расстояния, вот видите, до сотых долей. Вот. И все, можно будет изготавливать раму, с помощью которой все присоединять. Но до этого еще далеко, надо подготовить детали. Для обтачивания алюминия буду применять тарельчатый станок. Взял у друга, ребята, у Олежки. Ссылочку на канал Олег Певцов дам в описании. Это канал моего друга, канал соседа. Вот он, прям вон там за стенкой. Мало того, он даже греет меня. То есть там у него батарея стоит, которая греет эту стену, ребята. И мне из-за этого немножечко теплее. Так что подписывайтесь, если вы еще не знаете Олежку. Ну а я пока что буду сверлить отверстие. Сверлильная работа, по моим наблюдениям, самая грязная работа. Разлетается во все стороны от нее. Если на токарке есть какой-то некий поддон там или еще что-то, куда ссыпается, то вот это сверлильная, еще фрезерная, это просто катастрофа, друзья. Наполняем потихоньку банку со стружкой. Так, стол как-то не позволяет. Хоп. Ну что, резьбы получились? Очень даже получились. Теперь нужно прозинковать их, сделать фасочки такие аккуратные и еще разочек прогнать. И прочистить окончательно внутреннюю стружку. И только тогда резьбы будут идеальные. Вот так оставлять нельзя. Здесь вспученный металл, и он уже касается опорной поверхности этим вспученным металлом. Надо, чтобы был либо туннельчик небольшой, углубление, ну, либо можно зинкануть. У меня есть специальная зинковка, которая больше внутрь идет, чем вширь.
Ну, то есть под острым углом. И она справляется делать почти то же самое, что и туннельчик. Вот такая вещь, друзья, справляется на ура с поставленной задачей. Я думаю, только на одних резьбах мы сэкономим порядка 100 грамм металла. О, вот здесь я не дорезал чуть-чуть. Видимо, был мусорок. И один оборотик не дорезал. Ну, бывает. В общем, стремимся к качеству, к максимальному качеству, друзья. А пока что-то делаю, выясняю, где же можно все-таки облегчить здесь хоть чуть-чуть. А еще лучше сильно. Не пощупав деталь, сразу очень сложно понять, как ее максимально облегчить. Ну, а так получилось, что здесь у меня образовались некие слишком уж усиленные места, которые не нужны. Поэтому буду стараться облегчать, друзья, снимать лишний металл. По плану собираюсь облегчать до 200 грамм в день. Будет очень круто, если сниму пару килограмм. Ну, даже если минус 1 килограмм, будет тоже очень круто. Всего лишь 5 дней будет затрачено. Но вы же сами понимаете, внутрь мы залезть более никогда не сможем. Поэтому нужно максимально облегчить прям сейчас. Другого шанса больше не будет. Никогда. В приоритете максимальное облегчение верхней части, чтобы понижать центр тяжести. Вот здесь такой толстый металл не обязателен. То есть это не силовая часть. Сюда всего лишь будет прикручиваться нос болида. Силовые крепления его близ рычагов, вот в этом месте. Ну а здесь так поддерживающие. Поэтому здесь максимально можно удалить. Специально вручную переточил фрезу, чтобы она вот здесь оставляла радиус внутренний. Чтобы не было концентраторов напряжения. Ну, судя по всему, очень даже классно получилось. Радиус присутствует, и он качественный. Чтобы не звенела деталь, положил груза. Деталь крепится, ну, скажем так, всего лишь малой частью и висит на весу. За счет того, что висят груза, вибрации демпфируются и гасятся, их не происходит. Итак, мы имеем пару карманов. Здесь, в общем-то, больше металла и не нужно. Пару мест оставил под болтики крепления, здесь и здесь, даже больше. 4 места. Еще надо будет вот эту облегчить капитально. Ну, часть это тоже особо там не работает, как бы полукруглая. Можно ее облегчить, ребята. Ну и вот эта нишка, она нужна была для того, чтобы нивелировать гигантские толщины вот здесь, которые есть. Тут, в принципе, и так все очень мощно, очень прочно. По прочности оно и в 2 раза менее толстое тоже будет выдерживать. Но здесь теперь нереальная жесткость, что должно сказываться на прозрачности управления. То есть управлять будет, ну, как мне кажется, очень даже прогнозируемо этим болидом. Давайте посмотрим, что нам это дало. Весила эта штуковина изначально вот. Ну, а теперь... Может, это ничего не дало. А теперь она весит 2,607 грамм. 230 грамм облегчения. Ребята, вот это класс! Пока облегчение отложу, надо немножко подумать, что где, чтобы появилось вдохновение, чтобы не в ущерб прочности, так сказать. А сейчас продолжу стыковать детали. Нужно пристыковать еще вот эту вещь. И все 6 деталей у нас будут состыкованы. Напрасно я не запланировал сразу все отверстия, то есть крепить нужно прецизионно, друзья. И на это тратится очень много времени. Лучше все-таки я сразу их запланировал, и Паша бы уже их выполнил, уже просто надо было бы скрутить. Но, ребят, получилось как получилось, приходится сверлить все по месту. По-прежнему нарезаю все резьбы набором, который мне задарил Алексей. Он полностью заточен, полностью в рабочем состоянии. Не затупились даже сверла. Ну, естественно, каленку я им не сверлю. Я сверлю только лишь нормальный металл, в основном алюминий. Но бывает сталь, бывало даже на станке чугуний сверлил. И представляете, вот этот набор уже много лет у меня работает. Я сначала его берег, а потом начал делать все им.
Вот так вот он называется. Это ни в коем случае не реклама, друзья. Но если вам такое попадется и вы будете его беречь, блин, ну это сказка. У меня, кстати, еще один такой есть. Леха мне еще один подарил. Ну, ой. Но он, наверное, на вторую жизнь мне пригодится. Потому что этот, мне кажется, не выработать. Да и плюс очень удобная штука. Сначала мы сверлим, а потом нарезаем резьбу. То есть подобраны сверла в идеал. Сверла эти никуда ничего не уводит, что самое классное. И можно сверлить сразу все в размер. Все-таки как ни крути, как ни верти, топовый инструмент немножечко рулит. Давлю одновременно двумя руками. Осталось одно отверстие и все. Со стыковками покончено будет. Нужно будет подгонять вот эти вот штуки под рычаги. Их тоже нужно подгонять. Не все так просто. Короче говоря, сказка и магия здесь не произошла в очередной раз. В очередной раз что-то надо дорабатывать визуально. Когда видишь, уже все как-то по-другому выглядит. Где-то слишком толстая тебе кажется. Где-то надо доработать, что-то забыл. То есть, ну вот у меня здесь что-то расстояние между ушей не особо большое получилось. Надо будет немножко ИШСы дорабатывать и немножко окошки там подпиливать слегка. Ну, это реалии жизни, друзья. Сразу все получается особо ты не просчитаешь, не угадаешь. Ну, в следующий раз, да, вот следующую итерацию я бы сделал по-другому чуть-чуть. Но вот сейчас чистый кастом, ребят. Приходится все дорабатывать, все потихонечку делать, последовательно. Поэтому не бойтесь работы, тоже берите, что-то делайте. То есть к чему это я? У многих есть страх. Вот сейчас я возьмусь, начну делать, потом у меня что-то будет не получаться, надо будет переделать. Не бойтесь, берите, делайте, потом, если что, переделаете. То есть выкиньте из головы вот этот препон. Он вам не нужен. Берите и делайте. Да, максимально продумывайте, но помните, по-любому вам придется что-то переделывать. Ну, такого не бывает. Либо дорабатывать. Ну, не бывает такого, что сразу сложный механизм взял, сделал, и он получился. Дай бог, чтобы это 2-3 раза надо было переделать. Дай бог, чтобы полностью не переделывать все. И такое может быть. Отверстия глубокие, сверло болтать вот так нельзя из стороны в сторону. Надо сразу нацелить его четенько и сверлить. Если болтать, потом резьба плохая будет. Будет разболтано отверстие на входе. А еще интересная особенность сверления. Когда сверло уже довольно сильно продвигается, оно же спиральное у нас, оно цепляется немножко стенок и помогает сверлить. То есть на большой глубине сверло начинает лучше сверлить, потому что оно как бы само своими спиралями туда боками там врезается и начинает поддавливать. То есть вот такое вот интересное наблюдение. И со смазочкой оно тогда хорошо работает, то есть ничего не скользит. Получается очень-очень офигенно. Пока ничего не испортил, но эти детали портить нельзя, это будет катастрофа. Как только вижу, что можно что-то облегчить и можно это просто быстро зажать, то есть без усложнений. Усложнения оставляю на потом. Так как только вижу, так сразу начинаю облегчать. Вот зажал. Теперь можно этот бугорочек сточить туда, углубить, оставить только уголок. То есть снять довольно приличное количество металла. То есть здесь довольно много можно снять. Без всякого ущерба. Здесь вот этот шишак, он не работает. Держится на болтиках здесь все. Уголок оставлю, нормально будет. Получились замечательные кармашки вокруг резьб. Уголок остался. Я думаю, требует пояснения, почему здесь можно было смело выбрать металл. Данная деталь контактирует с вот этим замечательным пазом. Толщина металла здесь гораздо больше, именно по толщине. И гибкости в этом месте гораздо меньше. То есть оно, по идее, тупо здесь никогда не будет работать. Потому что всю жесткость заберет на себя более толстая деталь. Она здесь как лонжерончик работает. И вот обратите внимание, как теперь красиво все выглядит.
Надо бы исхитриться и здесь сделать подобную манипуляцию. Выбрать немножечко металла. Совсем чуть-чуть, но это пойдет в копилку уменьшения веса. Ну а сбоку металл нужен, потому что я планирую здесь прикреплять к карбончику. Здесь, то есть максимально жестко все должно быть. И вот здесь сверху фактически весь этот металл можно убрать. Он здесь никакой роли не играет, он более декоративный, потому что сюда будет крепиться тонкий мягкий кожух. В этой области будет съемный лючок, чтобы монтировать и обслуживать амортизаторы и всю эту систему. Рулевую, амортизаторы. Кстати, вот отверстие просверлил, нарежу резьбу сразу, чтобы потом внутри болида уже не заниматься этим гиблым делом, ничего не сверлить, чтобы уже все было. И можно было лишь крышечку сделать под подшипник. Изначально планировал вот такой интересный, то есть это керамический. Я его хотел использовать под рулевой вал. В данном месте рулевой вал будет переламываться, все как вы хотели, для безопасности, чтобы он не вошел в грудь при аварии или еще куда-нибудь. Вот, чтобы он переламывался и защищал. Но что-то подшипничек я заказал слишком большой. Хотя, в общем-то, можно расточить, и он сюда станет вполне себе спокойно. Но, наверное, надо заказать чутка поменьше. И что вы думаете насчет использования керамического подшипника? Очень хочется знать, что вы думаете по этому поводу. Вот такой вот он красивенький. Нужен именно такой, чтобы мог немножечко играть, центрироваться, потому что вал стоять будет неровно, как-то так. Ой, не знаю даже, что и делать. Вот. Ну, сложно такие найти, потому что это необычная конструкция. Здесь уменьшилось на 80 грамм, здесь уменьшилось на 100 грамм. То есть с этих двух деталей 180 грамм уже снято. Почему я по облегчению ставлю именно план и стараюсь его придерживаться? Да потому что, друзья, можно этим делом заниматься бесконечно, и другие работы не будут идти. То есть вот уже план перевыполнен, 270 грамм я скинул за следующий день. Ну и теперь можно продолжить заниматься сборкой. Сейчас буду стыковать рычаги. Все рычаги лежат красивые, запакованные. Сейчас будем распаковывать. Они там как новенькие. Запаковываю, потому что пыль. Вот. И все мои железки страдают от этого. Потом их приходится мыть, тереть. Переднюю часть я до этого еще не собирал. Собираю при вас, друзья. Я только болтики наметил. С одной стороны примерил, с другой. Но целиком я еще не собирал. Классно, когда оно как конструктор Лего собирается, не правда ли? Болтики надо точно подбирать. Слишком длинные нельзя. Ну и слишком короткие тоже. Сами понимаете, это очень плохо. Вот так вот. Уф, какая вещь. Обалдеть. Надо, пожалуй, начать с нижнего. Обратите внимание, на узлах выточены. То есть, как минимум, этим нам заниматься не придется, чтобы все состыковать, поставить колеса и посмотреть, как выглядит. Я уже позаботился об этом. А вот всякие мелкие втулочки отсутствуют. И это все нужно будет точить. Тут плотно все. Тут я шайбочки не предусмотрел. Тут только втулочка. Потому что болты М10, АШС используется 12. Ну, я думаю, это вообще небольшая проблема. Из титана или из алюминия сделаю. Все закручивается, все завинчивается. Но из-за того, что нет втулочки, у нас есть вот это, люфт. Втулочку надо будет ставить. Проверяем, как вторая пойдет. Так, какие-то заусеницы небольшие. Чтобы лучше пошла. Вообще вот эти места еще люто надо будет здесь дорабатывать. Сюда что-то прям О, не пошел, легко пошел. О, все совпадает. Они еще немножко играют, потому что очень длинные. Так, а здесь отверстие не просверлено, отверстие на 8. Все не слава богу. Ну, значит, пока золотенькую времянку поставим. Ну вот, смотрите, друзья, вот он весь ход. Ход ограничивается.
Потому что, как я говорил, нужно дорабатывать здесь. Так, ну тут в гайку упирается. Это вообще сразу надо стачивать. Ход повысится. А он примерно такой у болида и есть. Он небольшой. Но надо же, чтобы свободный был, чтобы ничего никуда не упиралось. Ну, давайте поставим еще верхний рычаг. А потом, наверное, будем всякие втулочки точить и прочую ерунду. Чтобы уже качественно можно было собрать. Сверху, смотрите, какая роскошь. Сверху у нас проблем нет, потому что сверху все даже четко совпадает. Отверстие без втулок. Тут все продумано нормально. А снизу я в последний момент увеличил, чтобы помощнее было. Даже люфта нет. Хотя небольшой есть. Ну, прикрутится не будет. Смотрите, какой ход. Здесь ход, я думаю, достаточный. Если снизу нужно немножко допиливать, делать больше свободы, то вот сверху есть небольшой люфтец. Из-за этого оно, собственно, так и ходит хорошо. Который надо убирать, добавлять шайбочки. Опять же, титановые, друзья. Пока, как можете заметить, все хорошо складывается. Давайте поставим еще что-нибудь. Например, поворотный кулак. И посмотрим, как он здесь поворачивается. По идее, если все будет правильно настроено, а я настраивал сразу правильно, потому что собирал в кондукторе, поворотный кулак максимально соосно по вертикали должен совпадать с нашими шпангоутами. Все же рассчитано в 3D модели. Опять же, все запаковано, чтобы детали пребывали в новом состоянии. Вон сколько пыли. Хотя были на ответственном хранении в подвале. Вот такая красота, друзья. Кто не видел, это тоже самодельное. Так, угадал я? Угадал. Так, соединяем золотеньким болтом. Здесь у меня еще одна есть неприятность с ШСами. Не смог я найти подходящего вот сюда. Я поставил хорошие авиационные, они гарантированно все выдерживают. Но есть прикол, у них отверстие маленькое. Я здесь изначально на 12 сделал, а в ШСе на 10. Ну, либо опять же какие-то втулочки туда стальные запрессовывать, либо что-то еще. Так, вот он наш ход руля. Вот такой. Если здесь подточить, можно добавить или тут что-то подточить. Так, на 45 градусов, по-моему, этого вполне достаточно. Ничего здесь не мешает, все вращается, все прекрасно, друзья. Давайте посмотрим линию, совпадает здесь или нет. Ну, конечно, с учетом, что оно здесь немножко все шевелится. Такая компоновка, что скажете? Выворот нехилый, здесь ограничивается, видите? Цепляется. Но выворот нехилый. И при этом можно там еще что-то подточить при желании, если будет не хватать. Либо вот это подточить можно здесь чуть-чуть. Здесь каждый миллиметр прилично играет роль. Либо поворотный кулак снизу. Но его не хотелось бы, он заанодированный. 80 миллиметров, по-моему, рулевая рейка у меня имеет ход. Что-то тут такое ощущение, что поменьше. Ну и вот отсюда можно посмотреть, совпадает ли оно по вертикали. По-моему, совпадает. Тут еще надо учесть, что оно на всех этих неровностях шевелится слегка. Вот здесь должна быть вертикаль при ровно установленном колесе. Вы видели, что рычаги можно немножко раздвигать, сдвигать. Они имеют некую гибкость небольшую. Поэтому можно регулировать кастер. Сход-развал можно регулировать, ну, точнее развал вот здесь немножко закручивать, здесь можно немножко выкручивать. Вот, тут все продумано, друзья. Ну и здесь можно немножко закручивать, убрать эту гайку, поставить плоскую металлическую, точнее стальную. Можно вот здесь сточить немножко, здесь длинная резьба, если нужно будет, можно здесь сточить и загонять ШС дальше. То есть это рассчитывалось именно так, ребята, чтобы было максимально близко все, чтобы не торчали сильно ШСы, но чтобы можно было регулировать. То есть сейчас, по идее, настройка должна быть нейтральная, ровно такая, как на 3D модели. Вот здесь будет тяга на амортизатор, вот в эту лунку.
ложиться, там будут тракера. Опять же, мы с вами прекрасно видим, что все помещается. Есть зазоры. Ну, это, конечно, благодаря 3D модели, там это все можно расположить. В общем-то, из-за этого я и заморочился, друзья, с этим 3D моделированием. Кстати, интересно, если бы я вот сейчас делал, я бы, скорее всего, по-другому все смоделировал, потому что скилл у меня теперь, по сравнению с тем, что было, просто космический стал. Я уже и не думаю, когда что-то делаю, чисто беру и делаю. Это классно. Спасибо вам, ребята, что вы меня заставили заняться 3D моделированием. Ну, очень вы настойчиво просили, так сказать, мягко говоря, вы просили, вы просто заставляли меня этим заняться. Ну и действительно, я с вами согласен, без этого как бы, ну, нормальные вещи очень сложно создавать. А так вот, смотрите, собирается как конструктор, и все, все углы, все совпадает, все супер, все хорошо. Так. Обещал я вам собрать это все дело с колесами. Ну, не знаю, стоит ли это делать. Вот, это надо все сейчас разбирать, тащить куда-то на полы, тащить колеса и собирать вторую сторону. Там вот эти все втулочки, они нам не дадут разгуляться, не дадут понять, как оно будет себя чувствовать. Но все же, ребята, обещание надо выполнять, поэтому возьмусь и сделаю это. Потом буду все разбирать и допиливать. Итак, посмотрим, как оно возьмется. Выпадать здесь вроде бы нечему. Есть чему. Легко или нелегко? О, ребята, легко. Lightweight, baby. Вот это класс. Вообще фантастика. Не ожидал, ребят, что это так круто будет выглядеть. Сделал для вас планку рулевого управления. Ну, это такая времянка, чтобы колеса не разъезжались. Теперь у нас по-другому все это выглядит. И уже правильно работает. Вот здесь есть какой-то некий баланс. Ход рулевой. От риски до риски. Расстояние как в аптеке, ребята. Чуть-чуть, я так подозреваю, надо будет увеличивать, подтачивать. Ну, чуть-чуть, это не 3 сантиметра, это там по 5 миллиметров в каждую сторону добавить. Это несложно. Ну что, друзья, как вам такое чудо чудесное? Вы говорите, зачем легкий болид? Я так подозреваю, я и заднюю часть смогу взять сразу с передней. Видите, берется вручную. Вот такие минутки счастья, минутки радости. Просто фантастика. Ну что, я уже вижу ваши претензии. Вижу. Сейчас. Правда, они большеваты. То есть это не для этого болида, чуть они больше, чем надо. И явно уж не напередок, но так тем лучше. Большие колеса, это круто. Посмотрим, как с ними смотрится болид. Вес 13,2 грамма. У меня, как видите, все веса, все записано. О! Все. Да, сход-развал не настроенный. Вот так стоят колеса, расходятся. Надо было эту вещь покороче делать. Так непонятно было, вот сейчас понятно. А может, просто не село колесо какое-нибудь? Вот, ребят, гоночный болид собирается. Ну что, попробуем его поднять. Как он там? Поднимается или нет? Ну что? По-прежнему поднимается. Правда, неудобно брать. Точка приложения силы не там, где надо. Но уже я вам могу его показать вот в таком виде. С гигантскими колесами. Ну вот такие дела, ребята, я надеюсь, я достоин лайка за это дело. У меня на этом все. В следующем видеоролике я продолжу заниматься передней подвеской. Буду, скорее всего, точить втулочки и делать каждый день облегчение на 200 грамм. Я думаю, это нормальная практика, так оно как-то и не напряжно. И в удовольствие идет работа. И можно долго-долго-долго думать, что же там облегчить. Ну а так, что я вам хочу сказать. Подписывайтесь, пожалуйста, на Дзен канал мой.
Я там потихонечку старые видео свои выкладываю, чтобы были, чтобы не потерялись. Подписывайтесь на телеграм-канал, там очень круто у нас. Идет постоянно дискуссия какая-либо. Да, и будете больше подписываться, больше буду снимать туда коротеньких роликов. У меня будет мотивация, ребят. Ну а так-то, собственно, все. Всем пока. До новых встреч, друзья. Скоро увидимся.